Рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Елена. Сегодня я вам хочу предложить видео по созданию вот такой вот симпатичной косметички, которая связана из джутового шпагата. Мне кажется, что в преддверии 8 марта это видео будет очень даже полезно для вас. И вы создадите свои красивые изделия и порадуете своих родных и близких. Да, в принципе, можно даже и себя порадовать. Я вот, например, себя порадовала. У меня порвалась моя косметичка, которая лежала в сумке, и я сделала себе новенькую. Что же нам понадобится для этого? Вот такой джутовый у меня шпагат. У вас может быть любой другой. Этот я покупала в обычном хозяйственном магазине, это не важно. Вот. У меня здесь связано спицами номер 2. Поэтому она довольно плотная и устойчивая. Вот она наполненная, стоит вот отлично, я бы сказала. Содержимое и отлично стоит. Вот единственное, что у меня тут контрастирует слишком, на мой взгляд, я думаю, что и на ваш взгляд, это молния. Но, к сожалению, у меня не было на тот момент другой молнии. И взять пока неоткуда. Вот. Поэтому я решила пока так. Ну, потом я, естественно, что поменяю ее. Вот. И сделаю подходящую более в цвет. Что еще понадобится? Бусинки. У меня здесь вот кусочки кожи. Я сделала листики. Пряжа для вязания. Самая обычная. Ну, естественно, что декор может быть абсолютно любой, какой вы только захотите. Это не важно. У каждого свой вкус, своя фантазия. Вот, поэтому это так, просто для примера. В конце видео вообще другой совсем у меня декор. Правильно говорят, что утро вечером мудренее. И все, что делается вечером или ночью, очень, не очень, в общем. Итак, про размеры косметички. Сейчас я вам скажу, прям при вас померяю. Так, вот от донышка до верха 16 сантиметров. Само донышко, ширина 14 сантиметров, высота 8. Даже нет, наверное, 7,5. Да, 7,5. Вот. Ширина косметички, сказала, не знаю. Ну, где-то почти 19 сантиметров, можно так сказать. Естественно, что размер может быть любой, абсолютно как бы индивидуально это дело. Какой хотите, такой вы и сделаете. Я там видео показала, как это сделать, и рассказала все подробно. Уже сказала, что спицы здесь номер 2, поэтому здесь очень такая плотная вязка, устойчивая. С руками с моими все нормально, я их не ободрала, очень даже хорошо вяжется, все приятно. Так, про размеры сказала, про материалы сказала. Про расход. Здесь у меня 103 грамма конкретно. Там даже в видео я вам показывала, как я измеряю. Как вязать такие розочки, я не показывала в видео. Но если вам интересно, и если кто-то не знает, конечно, то я, естественно, могу снять отдельное видео, и мы с вами свяжем какие-нибудь розочки. Ну все, всем, кому интересно, оставайтесь, присоединяйтесь. Всем приятного творчества. Творите, вдохновляйтесь и смотрите, конечно же, видео дальше. Набираем 20 петель. Я взяла вот такие тоненькие спицы, чтобы было поплотнее. Самым обычным способом набираем. 1, 2, 3, 4. В общем, набираем 20 петелек. Одну спицу убираем и первый ряд провязываем просто лицевыми петлями. Первую петлю снимаем, кромочную, и продолжаем вязать дальше. Просто лицевыми петельками. Хвостик можно ввязать сюда сразу же, чтобы он не мешал. Просто две как бы ниточки получается, пока провязываем. Вот. И заодно убираем хвостик, чтобы потом его не прятать, потому что на джуте это очень сложно сделать. До конца ряда. Второй ряд. В этом ряду у нас будут прибавки.
как и во всех последующих четных рядах. После кромочной петли кромочную просто снять и из следующей петельки из одной сделать 2. Сначала провязываем лицевой, потом берем петельку за заднюю стеночку и тоже провязываем лицевой. Получается из одной петли 2, прибавочка. Довязываем до предпоследней петли. То есть последняя петля перед кромочной. Здесь, поскольку я хвостик убирала и вязала сразу 2 ниточками, у меня можно сделать здесь прибавку следующим образом. Вот, видите, у меня петля здесь и 2 ниточек. Я сначала одну петлю привяжу, а потом вторую. А так я бы, в принципе, провязала, как и вот в этом случае, из одной сделала 2. Поскольку у меня здесь удобно, я сделаю так. И кромочная петля. Следующий ряд, третий, просто провязать лицевыми петлями. Кромочные снимаем, не провязывая. Все, третий ряд, просто лицевые петельки. Четвертый раз, в нем снова мы будем делать убавки. Первый раз после кромочной петли мы ее снимаем, делаем сначала лицевую, потом за заднюю стеночку эту же петлю провязываем тоже лицевой петлей. Вот, из одной петли сделали 2. И продолжаем вязание до предпоследней петли. Вот 2 петли осталось. Вот в этой петельке я буду делать прибавку из одной 2. Сначала провязываем лицевой, потом перекручиваем петельку и еще раз ее провязываем лицевой петлей. Получается из одной 2. И кромочную провязываем. Пятый ряд поворачиваемся и провязываем лицевыми петлями. И во всех последующих четных рядах будут вот такие же аналогичные прибавки до желаемой ширины изделия. Какую вы хотите ширину, такую и сделаете. Я потом скажу, сколько у меня будет петелек получаться после последнего прибавления. После того, как я выполнила все прибавки, у меня получилось 38 петель. В принципе, это не предел, можно еще прибавлять, если вам нужно более широкое изделие получить. И после того, как мы выполнили прибавки, все, дальше идет вязание просто по прямой. Обычной платочной вязкой, то есть в каждом ряду просто лицевые петли, без убавок, без прибавок, просто вяжем прямо. Провязала я прямо. Сейчас скажу, какое количество сантиметров. Так, 11. Но в принципе это не важно. Можно еще больше провязать, если вы хотите еще более глубокую косметичку сделать. Теперь с каждой стороны мне нужно будет убрать по 6 петелек. Так, начинаем прямо с первой петельки, с кромочной. Так, ее снимаем, вторую петельку провязываем и протягиваем через нее снятую петельку. Это первую петлю мы сократили. Дальше то же самое, вторую петлю сокращаем, третью петлю, четвертую, пятую и шестую. Так, измерим, сколько это в сантиметрах получается. Это получается так 3,5 сантиметра.
Дальше вяжем до конца ряда. Пока больше здесь ничего в этом ряду не убавляем, чтобы нам нитку не обрывать. Просто провязываем до конца ряда. Так, вот я провязала до конца ряда, поворачиваю вязание. И теперь на этой стороне, точно так же, как я там, убавляем петельки. Первую снимаю, вторую протягиваю. Вот первую петлю мы сократили. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Так. Дальше у нас остается серединка вот эта. Мы ее теперь будем вязать также точно, без убавок и без прибавок, как мы вязали вот в этой части, на высоту 7 сантиметров, поскольку у нас вот здесь 3,5, а нам нужно связать 2 длины вверх. Вот. Потом поймете почему. Поэтому мы вяжем вверх 7 сантиметров, вот эту вот часть среднюю. Все точно так же. 7 сантиметров я провязала. И теперь вот я сейчас еще прям при вас померяю. 7. Главное, чтобы это было в нерастянутом состоянии. Так, и теперь наша задача прибавить снова с краю, с этого и с этого по 6 петель. В общем, вернуть обратно петли, которые мы убавляли. Сейчас мы провяжем до конца этот ряд, а в конце ряда прибавим снова 6 петель. Довязала до конца. Удобнее всего, конечно, прибавлять в конце ряда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, поворачиваемся. Посчитаем, сколько у нас получается. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 20. 3, 6, 9, 30. Так. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 20. 3, 6, 9, 32. Так, 32 и плюс еще 6, получается 38 петель у нас возвращается обратно, так же, как у нас и было. То есть мы должны прийти к прежнему количеству петель. Первую снимаем и вяжем дальше лицевыми петельками до конца ряда. В конце ряда мы снова будем прибавлять 6 петель. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Так, и снова прибавляем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого снова 38 петелек у нас на спицах. Продолжаем дальше вязать. Я надеюсь, вы уже догадываетесь, на такую же высоту, как у нас вот здесь провязано, то есть 11 сантиметров. Мы вяжем снова вверх, а потом нужно будет выполнить убавки. Вот по такому же принципу.
Все, я провязала 11 рядов вверх. У нас получается вот такая вот заготовочка. Теперь сделаем убавки, чтобы привести нашу заготовку вот к такому же здесь сужению. То же самое будем убавлять по одной петле с каждой стороны в каждом четном, ну или в общем через ряд. Тут уже не понять, четный, нечетный. Я уже дальше ряды не считала, поэтому я не знаю. Так, одну кромочную снимаем, в кромочных ничего не делаем. Эту снимаем, следующую провязываем и через снятую петлю протягиваем провязанную. Все, первую убавочку сделали. Дальше довязываем до предпоследней петельки и тоже делаем убавочку. Сейчас все показывать здесь не буду, чуть-чуть попозже подключу. Дошла я до убавочек на противоположной стороне. Вот 3 петельки осталось. Вот эти 2 петельки я за передние стеночки провязываю одной петлей и кромочная. Следующий ряд я провязываю просто лицевыми петлями, ничего не убавляя, а убавки буду делать в следующем уже ряду. То есть убавки будут идти через ряд, так же как я сейчас показала. И итого у нас должно остаться 20 петель, начальное число, которое мы набирали. Все, вяжем до конца. И потом я подключусь, что получилось. Все, 20 петель осталось в конце. И закрепляем. Самым обычным способом. Потому что потом можно сделать любую обработку, какую вы захотите. Так же точно, как убавляли петли, так будем и закрывать. Таким самым обычным способом. Желательно не затягивать до конца ряда. Довязала, вот одна петелька у меня осталась. Я ниточку обстригла, и вот, ну, кончик побольше оставляйте, чтобы можно было легко потом спрятать. Протягиваю ниточку и затягиваю. Все, вот такая конструкция у нас получилась. На этом этапе можно ее украсить как угодно, нашу косметичку. Я пока этого не буду делать, чуть попозже. Сейчас я хочу еще вам показать, сколько она весит, сколько у меня ушло пряжи. Так. Если верить китайским весам, почему-то они все время показывают разную цифру. Сейчас. Так, 87 грамм. Тут точно. А сейчас 103 показывает. В общем, наверное, скорее всего 103, потому что почти 2 мотка ушло. Да, 103 грамма весит. Вот. Теперь покажу на словах, как сшивать. Ну, вот здесь. Вот от сих до сих, где мы вязали 11 сантиметров, вот здесь нужно выполнить шов сначала с одной стороны, и здесь аналогично с другой стороны шов выполнить. Потом, когда мы выполним этот шов, уже у нас здесь будет сшито, и мы должны будем это пришить вот здесь. Таким образом у нас должна получиться такая косметичка уже с донышком получается. Так. Предлагаю я пришивать обычной иголкой с ниткой в цвет вот этого джута. Так. В общем, сейчас, когда я сошью, я покажу. Так, вот что должно получиться, когда сшиваем. Так, вот донышко оно вырисовывается. На изнаночную сторону выворачиваем, естественно. И складываем сначала вот эти 2 боковинки. Я взяла вот такую иголочку, вот с такой ниточкой, она практически незаметна на этом джуте. И швом вперед игла начинаю соединение под 2 косичками, чтобы эти 2 косички были наружу
Смотрите за этим внимательно, чтобы внутри у нас не осталось половинок этих косичек, иначе это будет некрасиво смотреться. В общем, швом вперед игла. Как можно меньше делаю стежки, затягиваю потуже. Ну так, естественно, чтобы нитка, конечно, не рвалась. Так, вот таким образом потуже я прошиваю. Вот, 2 косички должны выглядеть вот так. Я делаю это туда и обратно то же самое, чтобы было покрепче. А потом я уже перехожу на сшивание вот этого шва. Также точно под 2 косички, вот таким образом, как я здесь прошила, я прошиваю на другой стороне. Так, и потом занимаемся уже обработкой верха, застежкой и украшательством. Ну, в принципе, как я и говорила, что украшать можно было еще на стадии до сборки. Так было бы гораздо удобнее, чтобы потом, ну, в общем, кому как. Вот такая косметичка у меня получилась. Это еще не окончательный вариант. Этот цветочек я, скорее всего, буду переделывать. Долго придумывала, искала. Хотела из фетра сделать. Фетра у меня не оказалось тоненького. Ай. В общем, что-то буду еще придумывать. Молния тоже оказалась только белая. Вот, поэтому я пока вшила белую, потом, может быть, я ее тоже перешью. Вот так она на молнию застегивается. Подкладку я еще пока не вшивала, но, скорее всего, что надо ее вшить. Там еще даже нитки вот я не убирала, которые от цветочка торчат. Ну, в общем, вам понятно, что в итоге получается. Вот она достаточно так устойчивая, держит форму отлично, потому что джут здесь связан тонкими спицами. Вот она держит форму. Так что творите, придумывайте, фантазируйте. Я уверена, что у вас получится гораздо лучше, чем у меня. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием. Буду вам благодарна за ваши комментарии, которые помогают мне продвигать видео в поиске YouTube. Ну и все. Всем пока-пока. До новых интересных видео.